Привет, с вами Алена, и сегодня я покажу вам историю про аллергию на гель-лак. Дело в том, что эта девушка когда-то давно уже очень долго лечилась у подолога за большие деньги. Она пыталась вылечить свой анихолизис, который, собственно говоря, явился следствием аллергии. И сейчас я вам показываю повторное проявление этой аллергии. То есть она пришла с покрытием где-то 10-дневной давности, и так получилось, что у нее сильно болело, чесалось и полопалась еще и кожа вокруг ногтей. Вот я сейчас вам показываю, как это выглядит именно в покрытии. Очень важно суметь это распознать и не думать, что это там какой-то такой птеригий, который неожиданно разросся, да, и бунтует, хотя очень похоже на птеригий, но дело в том, что по сути своей кутикула там особо и не приросла к ногтю, то есть она на самом деле отделена, а вот эта тоненькая кожица, которая, по сути, да, в принципе птеригий, но по большому счету такого быть, естественно, не должно, то есть не должно быть вот такой вот лохматушки, как у нас получилось. И сегодня я покажу, как я сняла эти ногти и подготовила их к дальнейшему восстановлению. И, кстати говоря, ногти эти где-то через полгода мы успешно срастили и восстановили, что я показывала в одном из своих последних видео, где мы покрыли их тонким слоем базы, тонким слоем цвета и тонким слоем топа, то есть без выравнивания, без каких-либо бликов и против всех правил, то есть не доводя до кутикулы с отступом, дабы никак кожа у нас не взаимодействовала. Ну и сейчас давайте вернемся к тому, как же с такими ногтями работаю я. Изначально, естественно, мы воспользовались антисептиком, обработали кожу и сами ноготочки, и далее приступили к снятию. Для снятия я использую твердосплавную фрезу зеленой насечкой, вот такой вот конус усеченный, очень классная фреза, я люблю ее, она также подходит и для гелевых коррекций, и отлично снимает покрытие гель-лак, также имеет остренький носик, который позволяет залезть в самые труднодоступные места. И вот сейчас, когда мы приступаем к снятию покрытия, мы очень хорошо видим, что свободный край у нас неровный, то есть нет вот этой красивой натуральной линии улыбки, а, к сожалению, такая вот прерывистая, какая-то невнятная, непонятная. И самое грустное, что в процессе маникюра я обратила внимание на то, что кожа очень воинственно настроена на любые с ней взаимодействия механические, то есть она начала краснеть от того, что ее просто отодвигаешь, и были попытки обработать кутикулу кусачками и фрезами, да, хоть что-то там убрать из того, что там размахрилось, но, к сожалению, ни к чему хорошему это не привело, и под конец кожа просто вся раскраснелась, и я сделала такой маникюр только на одной руке, вторую руку я трогать даже не стала, то есть на выходе я только убрала свободный край, аккуратно, очень аккуратно подпилила ногти, потому что даже воздействие пилки сказывалось неблагоприятно. Сейчас видно, какой лоскут кожи у нее отошел, то есть это было везде под ногтями, мы уже сейчас видим состояние ногтей, когда, так скажем, острая фаза у нее прошла. Но, тем не менее, все это облизать будет еще достаточно долго. Насколько смогла, я кусачками это все срезала, я имею в виду накожные кусачки, накожницы. И, к сожалению, технической возможности зашлифовать, как многие сейчас бы написали, у нас не было, потому что, еще раз повторю, кожа очень плохо реагировала на любые с ней механические взаимодействия. Поэтому мы не доделали маникюр до конца, я лишь срезала все, что торчит, все, что можно было убрать, и назначила ей уход, восстанавливающее средство, регенерирующее, и отправила домой. Также эта девушка была на моем личном контроле и ежедневно, это слишком, еженедельно скидывала мне фотографии о состоянии ее ногтей. Они, конечно же, тоже сохранились у меня в архиве. В самом конце видео я вам покажу, как это все происходило. То есть изначально поражение казалось небольшим, но в процессе отрастания я прям видела вот эту часть ногтя, которая в итоге была под покрытием, и она прожелтела, отошла, и мы всю ее счищали и всю ее восстанавливали. И вот буквально за несколько месяцев мы смогли привести ногти в чувство, то есть они у нас в итоге полностью сросли и пришли в хорошее состояние, то есть они стали выглядеть абсолютно здоровыми, ничего не чесалось, ничего не шелушилось. И, кстати говоря, естественно, по иронии судьбы, весь этот случай пришелся на период пандемии, и период выхода из пандемии, по крайней мере в нашем городе, когда всех обязали работать в перчатках, а девушка работает в шоуруме, в магазине одежды, работает с людьми, естественно, она постоянно вынуждена носить маску и перчатки, на которые у нее также была аллергия, перчатки, потому что были латексные.
Латексные перчатки по статистике намного чаще вызывают аллергию, чем, например, нитриловые, в которых обычно работаю я. Поэтому тоже здесь нужно быть внимательным. И, естественно, была совокупность факторов. Девушка сама по себе аллергик, то есть у нее есть аллергия на пыль, на растения, на животных, там еще на кого-то. Ну там, в общем, целый букет. И это, конечно же, тоже сказывается. Также хочу отметить, что все эти аллергические реакции на ногтях это всего лишь следствие. Причину очень часто приходится искать в другом. То есть, да, я могу помочь все это срастить, я могу помочь восстановить, но, к сожалению, я не могу защитить от повторного появления такой аллергии, потому что я всего лишь борюсь со следствием. И вот как раз-таки такое повторное проявление аллергии с нами случилось. Я уже выкладывала видео, оставлю на него ссылочку здесь, где мы покрыли ей тонко ногти, я говорила об этом в начале, уже полностью восстановлены ногти после теста, все нормально, но она отходила с ними 2 недели, и сегодня она пришла ко мне, я сняла ей это покрытие и отказалась снова покрывать, потому что вообще, если бы все прошло хорошо, то мы бы сделали сегодня с ней классные ногти уже с хорошей архитектурой, с укреплением, со всеми делами, с которыми бы она благополучно месяц проходила. Но, к сожалению, после снятия я обратила внимание на то, что свободный край снова стал неровным, на 2 ногтях появились намеки на маленькие лопнувшие капиллярчики. И это при том, что объема материала даже еще не было, и лампа была на пониженной мощности, и мы не использовали праймер, и вообще все это делали максимально щадяще, не взаимодействуя никак с кожей, но, тем не менее, уже немножко облупилась кожа под ногтем, это тоже видно. В самом конце видео я покажу всю нашу переписку с ней, ну, точнее, фотопереписку, то есть ногти, которые она мне присылала, как они у нее восстанавливались, и закончу все это фотографией того, что я увидела сегодня. И мы снова с ней решили перейти на обработку стимуляторами роста, и также я посоветовала ей обратиться к врачу и начать со сдачи анализов. Надо все-таки выяснить, на что конкретно у нее сейчас аллергия, и бороться с этим уже на уровне традиционной медицины, когда ты обращаешься к дерматологу, к аллергологу, тебе там что-то выписывают. Ну, в общем, это не моя специфика, но в любом случае нужно как минимум больше воды пить. Она, кстати говоря, пьет ее мало. А для аллергиков это очень важный параметр. Именно когда у вас аллергия, очень важно пить воду, потому что с водой из организма выходит все, что ему мешает спокойно жить. Ну, а на видео я показываю свои тщетные попытки сделать ей маникюр. Как видите, кожа ведет себя неадекватно, она совершенно не слушается, и здесь ничего, к сожалению, не помогало. Кстати говоря, у нее еще и влажная кожа. Сегодня я сделала ей таки маникюр, обработала его там с помощью талька, этот ноготь, и вроде бы все получилось неплохо, но все равно результат не чистый. И, к сожалению, зашлифовать, опять-таки, повторяю, возможности технической просто нет. Кожа начинает тут же краснеть. Я считаю, что лучше не доделать, чем переделать. Поэтому, вот, к сожалению, положение дел такое. И, увы, я здесь, боюсь, что здесь уже сфера моего влияния заканчивается, и я не могу ей ничем помочь. А вам же я все это показываю, чтобы вы понимали, что такие случаи, к сожалению, в нашей практике тоже встречаются. Одно дело, когда у тебя клиент с ожогом на агрессивную базу, ты сращиваешь и потом благополучно покрываешь. Или, допустим, вот тот случай с девушкой, тоже оставлю сейчас ссылку, где у нее был серьезный химический ожог. Там все это тоже совокупность факторов, когда она там и на производстве в латекс руки засунула, и вообще с ней там неприятность получилась там с неудачным выбором даже не мастера. Тоже перейдите, обязательно посмотрите, потому что там уже целых 2 видео про этот анихолизис, и есть хорошая динамика. Но тем не менее, иногда однажды к вам придет такой клиент, которому вы не сможете помочь при всем желании. Я видела, как она сегодня расстроилась и очень хотела, чтобы я ей покрыла ногти, но я объяснила, я говорю, ты же понимаешь, что если я тебя сейчас покрою, то это все закончится тем, с чего мы начинали. Она грустно вздохнула, сказала, ну да, пожалуй, лучше не стоит сегодня этого делать. Слава богу, она меня поняла и не стала обижаться. Мы с ней договорились, что она отправится к врачу. В любом случае мы с ней будем встречаться, продолжать на зачистки, на дополнительные обработки, если такая необходимость возникнет. Также я с ней постоянно на связи. Вообще с такими клиентами нужно постоянно поддерживать общение, то есть где-то раз в недельку мы списываемся, перекидываемся фоточками, я смотрю и говорю, там нужно приходить или не нужно.
Вот. А также я хочу, чтобы вы в комментариях написали, может быть, у кого-то были похожие случаи с клиентами, когда вы восстанавливали все это, сращивали, и в итоге дело заканчивалось тем, с чего вы начинали. Может быть, есть какие-то еще у вас способы борьбы, может быть, врачи, к которым вы отправляли, я не знаю. Ну, короче, напишите все, что есть, потому что я тоже сегодня расстроена, и мне так хотелось ей помочь, но, к сожалению, ничего я с этим сделать не могла. Поэтому показываю вам то, что есть. И, ну, короче, судите или не судите, дело ваше. Еще раз напоминаю, что в самом конце я вам покажу все наши фотографии, которые есть. Если у кого-то есть тоже такой фотоархив именно с их клиентами по динамике того, как это происходило, то я с удовольствием посмотрю. Здесь вы можете написать мне в Инстаграм, ссылки тоже все могу оставить под видео. Также у меня есть это все в профиле. Я бы хотела изучить все случаи, с которыми сталкивались вы, если есть такая техническая возможность. А вот и наш фотоотчет по переписке, динамика восстановления ногтей. Очень хорошо видно, где пораженная часть, а где часть ногтя, которая восстановилась. И вот в итоге мы имели очень классные, здоровые ногти. Наконец-то их покрыли. Счастью, не было предела. Она мне скидывала видео, что у нее ничего не болит и не чешется. И мы уже планировали, как в следующий раз сможем сделать ей качественное покрытие с укреплением и нанесением под кутикулу. Но не тут-то было. К сожалению, сегодня результат меня очень расстроил, потому что изменения на ногтях уже были. Всем большое спасибо. Пока-пока. С вами была Алена.